Приветствую, интеллигенция! В сегодняшнем обзоре вас ожидает следующее: слежка за соседкой, скрытые проникновения, установка ловушек, застревание соседки в стиральной машине и многое-многое другое. А в конце вас ждет такой твист, от которого даже я был под впечатлением. А с вами, как всегда, Сап. Погнали! Хайповый Hello Neighbor, помните? Тот самый сосед со странным домом и кучей секретов в подвале. Так вот, сегодня мы с вами посмотрим на горячую версию этой игры, где вместо скуфа соседкой будет привлекательная Лола. Но не все так радужно, ведь она и ее дом хранят немало секретов. А мы, Такер, лысеющий мужик 40 лет, у которого, как и у Лолы, есть свои секреты в шкафу. До недавнего времени Такер скучал в одиночестве, но в один момент в дом напротив приехала Лола, и за неделю она стала настолько им желанна, что он начал за ней следить и даже выстроил некий алтарь, который по ходу игры будет наполняться предметами. А если точнее, ее игрушками. Не, но кто из вас не делал алтарь своей вайфу? Ой, никто, что ли? Ай, забейте. Глава 1. Знакомство с соседкой. История главного героя начинается с того, что он не решается сделать первый шаг, из-за чего ему остается только молиться алтарю и смотреть за ней в телескоп. Но в один ничем не примечательный день к нам стучится сама Лола, и с этого момента над Такером закручивается та самая петля сюжета, которая будет затягивать его все глубже в пучину невозврата. Смотрите до конца, заходите на Boosty и Tribute, ведь там я записал для вас все возможные те самые сцены из игры, чтобы вы не тратили свое время на их поиски. Все ради вас, дорогие. А мы продолжаем. И вот, открыв двери, Лола говорит, что уже как неделю после переезда пытается с нами познакомиться. Немного странновато, если учесть, что она до этого момента ни разу не приходила к нам. Также она приглашает нас в гости и говорит, что мы прекрасны. И вообще, мы ее покорили. Это звучит вдвойне подозрительно. Но не для нашего главного героя. Он сразу соглашается, но забывает спросить ее номер телефона. Так что, собравшись с силами, он идет к ней. Узнает номер и возвращается назад. Глава 2. Лола в воде. Вечером, не выдержав и дня, мы ей звоним. Она перехватывает разговор и говорит: «Вовремя ты позвонил, мне нужна твоя сила, иди ко мне». Долго ждать нас не пришлось, и уже через минуту мы были на месте. Слушай, кухню завела труба, а ее нужно починить. Инструменты в гараже, ключи от гаража там же. Так что взломай, пожалуйста, замок, а я пока пойду переоденусь. Мы ловкостью своих рук взламываем замок, берем инструменты и чиним трубу. Поднимаемся наверх, где я уже хотел сказать: «Лола, я починил!» Но, о боже, она еще не переоделась. Появляется первое задание: заберите ее розового дружка к себе на алтарь. Но с этого момента, если она тебя увидит, тебе габелла. Удачи. И вот в этот момент нас учат тому, что в игре, как и в Hello Neighbor, нужно тайком ходить по дому и искать секреты. Справа индикатор шума, превысишь и тебе хана. Забираем игрушку и спускаемся вниз ждать Лолу. Она говорит спасибо и рассказывает историю про дом. Он как будто пытается меня выселить. Мы этим пользуемся и придумываем историю о Ловеласе, который спал со всеми девушками района. Но умер в этом доме во время очередного процесса. И теперь он подкатывает к тебе, Лола. Она немножко так не верит, называет нас другом, после чего мы уходим домой. Дома Такер говорит, что в следующий раз я точно возьму камеру. А также я не хочу быть просто ее другом. И главное, чтобы та ситуация с Розой и полицией не повторилась. Интересно, про что он? Глава 3. Ужин с Лолой. На следующий день Такер заказывает анонимную доставку цветов для Лолы, смотрит за тем, как она их забирает, и через какое-то время она сама нам звонит и говорит: «Приходи на ужин!» Без раздумий мы бежим к ней, прихватив с собой камеру. Подождав какое-то время, нас встречает Лола, говорит спасибо за уважение личных границ, но дверь была открыта, и ты мог войти. Не успев ничего сказать в ответ, мы чувствуем запах гари. Бежим на кухню, где тестируем фотоаппарат. Нас просят принести полотенце, и странновато, что ей нужно полотенце из ванной, и тем более странно, что именно там у полотенца аккуратно лежат ее трусики. Ведь за все время, сколько я ее вижу, она ни разу их не одевала. Все время будет ходить без них. Я не ведусь на эту уловку и просто беру полотенце, отдаю его и сажусь за стол. Указываем на цветы и говорим, что ее ухажер заботлив. Она отвечает, что у меня нету ни парня, ни девушки, и вообще сходи принеси нам соус. Такер рукожоп сразу проливает этот соус и просто так уходит назад за стол.
Ну, мы кушаем и видим, как Лола пошла за кофе. По пути обратно она не замечает пролитый соус и падает прямо на пол. Оу. Кадр отличный. Но Лола нас за это выгоняет и говорит, что пойду-ка я стирать рубашку. Мы расстроены, уходим домой. Но желание все-таки откусить кусочек пирога хотя бы в виде такой горячей фотки Лолы остается. Возвращаемся обратно, пробираемся к ней в комнату, где делаем эту самую фотографию. Получаем детализированную 3D-анимацию и все-таки забираем ее трусишки. Глава 4. Первые розыгрыши. Прошло 3 дня, Лола не звонит. Тайлер за это время разобрался в ее распорядке дня. Так что проникнул к ней в дом прямо через гараж, сразу же попался прямо у двери в ее туалет. Снова взламываем гараж, следим за ее перемещениями, смотрим, что она готовит, потом следим, как она ест. Находим ее сувенирчик, фоткаем ее в ванной. А наш главный герой говорит, что ему этого уже мало. Нужно делать ловушки. Первая ловушка. Берем мыло, масло, смазку, ставим все это и смотрим, как она попадает в нее. Фоткаем с удобного ракурса и готовим следующую ловушку. Батарейки, провода, скотч. Замыкаем проводку в машине и ждем. Она снова застревает уже в машине. Еще раз фотографируем и убегаем как можно быстрее. Следом слышим звонок. И она говорит, что призрак Ловеласа ее уже достал. Ходит такой по дому, ломает все, помоги мне. Мы соглашаемся и говорим, завтра все будет сделано. Глава 5. Обряд для Лолы. Всю ночь Такер мастерил оберег для Лолы, но по скрытому добавил в каждую из них по камере. На выходе из дома был замечен ноутбук, в котором, оказывается, можно прокачивать перки. Они, кстати, удобные. Лазить по трубам и перелезать забор must have. У дома Лоле говорим, что надо бы установить обереги. Она неохотно соглашается, но мы вешаем их и говорим, что все готово. Она нас благодарит, и мы уходим домой. Уже дома заходим в камеры и видим, как Лола развлекается по телефону с кем-то. Все, конечно, хорошо, но похоже, она нас обманула, и у нее кто-то да есть. Чтобы наверняка узнать, есть ли у нее парень, мы проникаем внутрь, где и находим дубинку, какую-то фотку и наручники. Снова приходим домой и замечаем, что к соседке приехала девушка. По камере слышим, что ее подруга проговорилась про какое-то важное дело Лолы в этом месте. Подозрительно это, да? Такер решает выдвигаться к ним и посмотреть на шоу без мужчин, если вы поняли, о чем я, вживую. После делает пару фоточек, забирает чье-то нижнее белье и убегает. Глава 6. Успокоение Лолы. Глава начинается с монолога главного героя, в котором мы узнаем, что Лола не первая его жертва. Слышим стук в дверь, открываем и видим Лолу. Она говорит, что устала из-за этого призрака и почти не спала. Мы приглашаем ее на диван. Там она замечает нашу фотокамеру. Пу-пу-пу, дело запахло жареным. Мы пытаемся оправдываться то, что это для птиц, и уходим за чаем. Как по мне, оставлять ее одну с камерой опасненько. Такер добавляет в напиток немножко снотворного, чтобы она отдохнула. Делает с ней всякие потребства. Одевает ее обратно, и через какое-то время она просыпается, благодарит нас и уходит. Немного позже, у ее дома, мы замечаем какого-то парня. Она так любезничает с ним, что Такер начинает сильно ревновать. Мы идем проверять камеры, а там после некого разговора у них началось то самое. Главный герой, чтобы положить конец клубничке, бежит к ним, берет камеру, фоткает, после чего пугает их, включая смыв туалета. Марк идет проверять, но там мы уже делаем очередную ловушку, но уже для Марка. Миска, грязь, масло. Смажьте мясо маслом. Ставим все это на пол, берем будильник, нитку, скотч. Смажьте мясо маслом. Объединяем это и ждем, пока Марк влетит в ловушку. Ловушка срабатывает, Марк спотыкается об нитку и падает лицом в миску с грязью. Гениальнейшая ловушка. Он уходит отмывать лицо в ванную, мы берем стул и запираем его в ванной. Разрисовываем его машину и вуаля, день закончен. Глава 7. Веселье с Лолой. На следующий день Такер больше не может ждать, ведь с ней были все, кроме него. По камерам мы замечаем, что сегодня Лола в бикини, а это значит, что она идет на задний двор в бассейн. Заходим в дом Лолы, находим ножницы, и тут Такер хочет срезать ее купальник прямо во время отдыха на заднем дворе. Одна идея гениальная.
сильнее другой. Шанс успеха 1%, но нашего Такера не остановить. Он пробирается к ней за спину и надрезает купальник. Ждет, пока в бассейне он порвется, и фоткает. Пока Лола кричит злые слова, мы находим клей, отвертку и таймер. Объединяем и каким-то образом ломаем стиральную машину. Будильник срабатывает, и на него приходит Лола. Та-дам! И она застревает в стиральной машинке. Но ничего тупее, как взять и начать клубничать ее, пока она застряла, придумать сложно. Дим, Иван, помоги мне вылезти. Ты прикинь, я в стиралке застряла. То, что дальше происходит, тут такое не показать. Так что жду вас на бусте трибьют, это того стоит. По дороге домой встречаем ее подругу Натали, говорим, что Лола звонила и попросила помочь ей, а сами довольны уходим домой. Пока Такер спит, мы узнаем, что наш герой уникум, ведь каким нужно быть дураком, чтобы оставить на ней свой генетический материал. Короче, я научился открывать майонез, так что сегодня без пупитов. Глава 8. Представление для Лолы. Глава начинается с ночи. Такер решает повторить то, что было вчера. Так что заходим к ней в комнату, пишем на стенах, зажигаем благовоние, приносим из гаража веревку, находим батарейки, отвертку и спички, разрисовываем зеркало, устраиваем пожар на кухне, ломаем телевизор и ждем, пока все это сработает. И если так подумать, это похоже уже на игру «Как достать соседа». И если вы помните такое, напишите об этом. Посмотрим, сколько нас, олдов. Лола заходит в свою комнату и видит надписи. «Чтобы я ушел, тебе нужно связать себя, надеть повязку на глаза и лечь». Она это делает, но если присмотреться к повязке, то она легко может увидеть, кто мы. Делаем задуманное и уходим. Глава 8. Секретный подвал. Замечаем Лолу на улице, понимаем, что она стала много гулять и меньше находиться дома. Такер придумывает план, как ее успокоить, берет ее розового дружка, наливает ей кофе, но Лола отказывается и говорит, что она все узнала, призрака не существует, и она даже знает, кто это. Это человек, который удачно воспользовался преданием о призраке. Все подготовил, даже зажег свечи с дурман-эффектом, но вот следы обуви оставил. Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Она попросила снять амулеты, ведь они бесполезны, а в дома мы замечаем Натали. Как вам ее личка? Снимаем обереги, говорим с Лолой, видим на ней золотой ключ и понимаем, что он от секретного подвала. Нас выгоняют, и нам это не нравится. Так что возвращаемся и аккуратненько, медленно подкрадываясь, крадем ключ. Открываем подвал, замечаем кучу веревок, миску для воды и кота. Кот, почувствовав открытую дверь, конечно же, сбегает. И это очень плохо. Убегаем, перелезаем через забор и видим, что кот прибежал к девушкам. Они говорят, кот не мог сам выбраться, значит в доме кто-то есть. Я пойду проверю дом, а ты, Натали, подвал. Такер решает поиграть с Натали, так что он берет батарейки, шуруповерт и фонарь. Запихивает розовую игрушку Лолы за колеса, включает шуруповерт и толкает Натали в эти самые колеса. Снимает с нее лишнее и фоткает. Осуждаем такой, да? Глава 9. Признание в любви. Такер решает пригласить Лолу на свидание. Она по телефону отвечает, что только этого и ждала. Беги ко мне, быстрее домой. Как ребенок. Он бежит к ней, но атмосфера на улице намекает на то, что что-то нехорошее происходит. Заходим к ней, она говорит, что так долго ждала наше признание, а Натали я вообще заперла в подвале. Отвлекаемся на телевизор, после чего поворачиваемся назад и понимаем, что мы в жопе. Перед нами обнаженная Лола, и она говорит, что нам нужно найти настоящую Лолу. Оббегаем весь дом, везде Лолы, но все не те. Проверяем все шкафы, и в одном из них мы находим ту самую Лолу. Она говорит, иди, узнай мои тайны. После чего у нее на языке появляется ключ. Все секреты спрятаны в подвале. Туда и направляемся. В секретной комнате, которая находится в подвале, мы видим очередную Лолу, которая уже ко всему готова. Одни шуры-муры, шпексы-мексы спустя перед нами встает это. Мы в ужасе просыпаемся. Глава 10. Пока, Натали. На нашем пути есть препятствие в виде Натали. И Такер решает убрать ее со своей шахматной доски. Берем белье Натали, также берем фотографии, где Лола с Марком и Натали в шинах. В полнейшем тумане бежим к соседке, где застаем сладкую парочку за игрой. Тайком крадем телефон Лолы, звоним с него Натали, и пока они начали искать телефон, ставим первую фоточку, где Натали застряла в шинах. Потом кладем белье и завершаем вишенкой на торте, фоткой, где Лола наяривает леденец, который дал ей Марк.
Натали агрится на первое фото, подгревается бельем и взрывается на фото Марка и Лолы. После чего говорит о разрыве отношений. Лола пытается оправдываться, что это призрак, но Натали уже не верит. Оставляем телефон, смотрим, как она плачет и бежим домой. Глава 11. Спасение Лолы от Марка. На next день Марк вернулся к Лоле. Такер решает поговорить с ней, но Лола говорит, что тут уже небезопасно, и она решила присмотреться к соседям. Возможно, даже ты, Такер, тот самый призрак. Дома от чувства собственничества наш герой начинает сходить с ума, и на этих эмоциях он хочет уничтожить Марка. Так что он проникает в дом, застает Марка и Лолу за их игрой, снова берет телефон Лолы, отправляет кружок Натали, после чего берет одежду Марко и кидает ее в камин. Там же находит мелкую записку, и вот знаете что? Что может пойти тут не так? А все, блядь, идет не так. Берем лопату, банку краски и идем к улью. И тут случается пожар. От одежды Марка огонь дошел прямо до ковра. Ну какой гений прям вот так расстилает ковер перед камином? Перелезаем через забор и убегаем домой. Такер корит себя, но надо действовать дальше. Идем на улицу и подслушиваем разговор. В нем Лола говорит, что утром вызовет полицию, ведь она нашла фотоаппарат. Наш, блядь, фотоаппарат. Такер снова бежит домой, где прячется, как ребенок в спальне, а после перебирается в ванную. Глава 12. Это конец. Мы в стельку пьяные решаемся на последний шаг. Нам нужно вернуть фотоаппарат. Без него она ничего не докажет. Собрав свое пьяное мастерство, лезем по трубе в ее спальню, но там пусто. Обыскиваем печь на кухне, там пусто. Осматриваем подвал, и там пусто. Тогда читаем ту самую записку, и в ней находим пароль от сейфа 7351. Смотрим в сейфе, но и там лежит только ключ. А ключ-то от той последней закрытой комнаты в подвале. Открываем его, и это жопа, друзья! Оказывается, все это время Лола за нами следила, записывала нас на камеру и вела аудиодневник. Прошел еще день. Подозреваемый не проявляет инициативы. Я начинала действовать. Знакомство принесла пирог. Милая беседа. Я позволила ему проникнуть в мой дом. Провокация подозревания на появление Натали была не такой успешной, как на Марка. Подозреваемый ярко выражено чувство собственности существа. Он делает это умение стабильным и последовательным. И как только мы это все осознали, нас вырубили. Открываем глаза и видим Лолу, сидящую на нашем лице. Она смеется над нами. Ты что думал, я реально поверила в призрака? Ну ты дурак. Я так рада, что тебя посадят и будут тарабанить в тюряшке. После чего нас наказывают клубнично. На улице уже ждали полицейские машины, а Лола вещает нам историю Такера. Первой его жертвой была некая Ники, потом еще было 3 девушки, а последней была Роза, и вот у нее была фотографическая память, из-за чего нас и нашли. Да уж, друзья, что я могу сказать вам? Это жесть. Играешь так в игру, думаешь, что ты на коне, а тут в конце седлают тебя и говорят, что ты дурак. Спасибо бустерам и трибьютерам. Встретимся в следующей серии, а пока-пока.